Представители знака зодиака Дева. Девы мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад. Знаки судьбы. События до конца апреля. Как меняется ваша реальность? Давайте узнаем. Что случится скоро или произойдет? Что скоро, возможно, будет меняться, и вам это нужно учитывать? В какой сфере жизни? Или что неожиданно откроется, как правда какая-то, или новость, которую вы получите словом, куда вас заведет судьба, знаки судьбы, как подсказки. Что вам важно знать? Или что нужно услышать прямо сейчас? И мы так и достанем 3 карты, как знаки судьбы. Но первую карту. Что скоро будет? Или в чем вы уже как вычеркнули что-то из жизни, думали, что это завершилось, а оно к вам возьми да вернулось. Вот давайте, с чем это может быть связано. В чем вы поставили точку, оказалось многоточие или запятая? Какая правда откроется? Что для вас прояснится? И знаки судьбы, как подсказки высших сил. Знаки судьбы, куда заведет судьба. И знаки высших сил, что будет меняться. И к чему все идет. Давайте же узнаем, что же по первой карте. Вы уже поставили точку. Карта императрица. Ну, так сложно сказать, в чем вы поставили точку. Императрица ведь это одинаково, как и для мужчин, так и для женщин. Это карта символ нового «я». Это какая-то самореализация. Значит, в некоторых пунктах, в некоторых частях того, что вы задумали, вы, скорее всего, от чего-то отказывались в предыдущий период, потому что либо вас кто-то уговорил, либо вы себя недооценили, мои дорогие девы, это точно. Вот теперь вам хочется себя поставить на первое место, и правильно. Потому что очень емкая карта. Это, безусловно, возможности. Может быть, какая-то история личной жизни, я такое могу допустить. Но самое главное, вот чего бы ни касался у вас вопрос, тут что-то принципиально важное у вас до конца апреля. Вы не можете себя поставить на второй план, раз. И вы не можете создать конфронтацию, два. Будьте внимательны, потому что ваш приоритет – это дипломатия, аркан императрица. Императрица способна договориться даже с тем, с кем потенциально договориться невозможно. Она найдет 1001 способ, как выровнять какую-то ситуацию и сделать это не в ущерб себе. Вот это немаловажно. Вы можете, или могла быть какая-то ситуация, когда вы согласились, и получается, бонусы получил кто-то, а вы получили некоторые минусы. Или вам пришлось несколько словно подвинуться, или уйти в тень, или словно на что-то согласиться, но в глубине вашей души. Вот это никуда не исчезло. Вы сожалели о чем-то, что вот на что-то вы согласились, или где-то дали попятную, может быть, отказались от своего проекта, от своего творчества, и тогда вам захочется это воссоздать с новой силой. Может быть, для кого-то из вас карта императрицы может говорить об истории в отношениях. Может быть, вы вычеркнули уже какую-то прежнюю историю с отношениями и с возвратом человека во второй половине апреля. Это может быть связано. Не совсем может быть вторая половина. У нас еще до 13 числа ретро-Венера. А Венера – это управитель тельцов, а телец, как и вы, знаки зодиака, стихии Земли. И вот как раз вот эту ретроградность, переход из ретро в прямое движение. Все те знаки Земли, ну, кто относится, да, Телец, Дева, Козерог, вы можете чувствовать, что, правда, более какая-то ситуация обостряется. Или то, в чем вы себе прежде наступили на горло, буквально, собственной песни, здесь вам так или иначе может возвращаться, чтобы вы реализовали себя. Какую-то миссию, мои дорогие, вы должны буквально выполнить и не согласиться на какой-то средний, промежуточный вариант. И у кого-то из вас это может быть сопряжено даже с переездом, со сменой места жительства. Все же проходит по императрице наш дом или наши близкие. Может быть, кому-то и придется, мои дорогие девы, ну, где-то свой график видоизменять, когда и личную жизнь где-то там рядом, да, но и в то же время на первое место все-таки ваша самореализация. И это не будет просто.
но императрица сумеет со всеми договориться. И я могу сказать, мои дорогие девочки, ожидание ребенка. И для кого это актуально по возрасту и вашим намерениям и целям. Или как таковое желание стать мамой. Мои дорогие мужчины, важная женщина в вашей жизни, и, может быть, с ней, с ее планами тоже будут где-то меняться некоторые составляющие в вашей жизни или в ваши планы. Но и, опять же, себя поставить на второй план никак нельзя. Понимаете, суть в чем? Что вы должны быть на первом месте, но это не через конфронтацию, а через договоры, через объяснение, через дипломатию. Ну и потом, продолжение вот этого баланса, оно ведь тоже следует. В чем вы поставили точку? А вот правда какая-то могла быть, знаете, запутанная, мутная ситуация. Луна. 1000 неопределенностей. Вот, кстати, мои дорогие девочки, здесь свидетельство о беременности у кого-то может быть, опять же, для кого это актуально, во вторую половину апреля. Ну, может быть, и в первую, плюс-минус, что такое прогноз. Будем реалистами, я всегда об этом говорю. Любой второй расклад, про того прогноз, а личная история каждого из вас не расскажет. А от того, как мы можем вот эту метафору переложить на нашу жизнь, как мы можем эту подсказку услышать и обдумать что-то свое, тогда либо есть смысл смотреть этот расклад, либо его нет. Вот и все. Что тут еще скажешь? Но по аркану Луна это 1000 неопределенностей. Но когда сочетается с императрицей, вот конкретно есть такое значение. И еще, мои дорогие девы, вас могут куда-то втягивать, в какой-то вопрос, куда вам не надо. Вас могут, допустим, втягивать конкретно, прийти, ну, как в какое-то сборище людей, будем говорить. Не самая красивая фраза, но я имею в виду, правда, ну, наверное, из какой бы вы сейчас страны мира меня не смотрели, то, что происходит сейчас, я вижу, что, увы, далеко не все спокойно. И вас могут уговаривать прийти, там, допустим, люди собираются где-то на улице, и ты пойдем с нами. А может быть, у кого-то в коллективе. В коллективе тоже бывают подковерные игры, когда некоторая общность настроена против руководителя. И вот это начинается какая-то ерунда, муть. И они даже тех, которые были вообще людям, это было абсолютно фиолетово, они каким-то образом пытаются втянуть, потому что им нужна массовость, понимаете? Так вот, по Луне вам туда не надо. Там, где скопление людей, берегите себя, вам в обратную сторону. И это будет буквально, когда вы даже на улице случайно можете оказаться в толпе. Есть выражение «меня несет толпа». Помните, мои дорогие девы, толпа вас никуда не принесет. Она вас, наоборот, отдалит от того места, где вам нужно быть. Или создаст какую-то небезопасную обстановку. Будьте сами по себе. У вас тем более аркан императрица. Она точно не про толпу, ни разу. И тогда, кстати, у вас будет очень хорошо работать интуиция. Но я так вижу, по Луне какие-то дела домашние, семейные, личная жизнь. В хорошем смысле по Луне, знаете, любовь, нежность, эмпатия. Вот такие очень ценные качества, столь необходимые в наше сложное время для каждого из нас. И вот эта нежность, внимание, ласка, это тоже все проходит по аркану Луна. И пусть у каждого из вас именно так и проиграются, что, может быть, были какие-то отношения, но либо складывались обстоятельства, что вы все время больше уделяли внимание работе, а здесь будет время для того, чтобы любимому человеку уделить, и вам он будет где-то отвечать взаимностью для тех, кто в паре, у кого сейчас все хорошо. Или, может быть, это какие-то новые отношения, которые так развиваются. Но все же будем реалистами, потому что все то, что я перечислила по аркану Луна, ведь это старший аркан, здесь может быть двояко. Ну и будьте готовы, что все же какая-то история с прошлого, она может вернуться неожиданно. В чем-то вы поставили точку, а вот окажется, правда, запятая. Так что же какая информация откроется? Ну вот, кстати, тут по переезду может быть 8 воды. Мы на что-то решаемся. У вас на что-то не хватило решимости прежде, а здесь вы точно себя на второе место не поставите. И сделаете вы это очень элегантно и красиво. Так что будут и волки сыты, и овцы целы. Вы какое-то соломоново решение, мои дорогие вы, девы будете принимать. И ваш знак зодиака, это помимо того, что вы люди сильные, вы очень люди ответственные. Но, знаете, иногда
вот эта вот гиперответственность, она вам мешает себя поставить на первое место. И очень часто так бывает, что вы как бы на втором месте, а лавры у другого. Так вот, наверное, до конца апреля так не будет. На что не хватило решимости, теперь вы определенно это реализуете. У кого-то это может быть даже так, что обстановка, кстати, это будет связано с известием, и вы окончательный какой-то аккорд, словно заключительный, совершите, примите важное решение и отправитесь куда-то. Вы можете отправиться даже не в ту местность, куда вы, предположим, ну, как рассматривали или собирались, а тут вы можете поехать куда-то в другом направлении. Вы можете решиться на такой шаг, которого от вас никто не ждет, кстати. Вот это тоже может проигрываться. Вы можете начать чему-то учиться. Но, иными словами, вы идете, потому что вы видите свои возможности. Вот у вас прояснится еще и какая-то ситуация, и я так вижу. Это для кого-то может быть связано и с личной жизнью, я это не исключаю. Но все же карта императрица– это символ нового «я», и это какая-то самореализация. И поэтому действительно вам придется находить баланс между личной жизнью или временем, необходимым на личную жизнь, и все же на саморазвитие, на ваши честолюбивые амбиции. Это совершенно необходимо. Знаки судьбы. Семерка огня. И у нас такой красивый единорог показан. Вы знаете, вас будут от чего-то отговаривать. Вам может прийти какая-то совершенно разная новостная палитра и противоречивые сведения. И тем не менее, по этой карте за счет нашей настойчивости и то, что мы, как я уже говорила, тем более у вас аркан императрицы вверху, мы себя на второе место не ставим, потому что именно здесь единорог – это какое-то инакомыслие. У вас иной путь. И, может быть, где-то, с одной стороны, эта карта говорит о сопротивляемости трудностям, которые у вас на высшем уровне, и верности себе, своим собственным идеям. Но вам придется с кем-то договариваться или уходить от какой-то многозадачности, которую вам создают люди. Поэтому вы и только вы, мои дорогие девы, я уже, наверное, в очередной раз повторяю, но у вас карты так ложатся. А тут нам только как знаки судьбы, наверное, высшие силы вам хотят сказать о том, что ты не должен себя поставить на второе место, если тебя кто-то отговаривает или говорит, а ты туда не ходи, ты этим не занимайся, тут у тебя ничего не получится. Людское мнение для вас не важно. Важны только вы сами. Знаки судьбы. Еще один старший аркан. Ну, наверное, из этого подвешенного состояния пора выходить. Это то, когда ничего не происходит. Это то, когда мы на что-то согласились, а вот и не там. По этой карте это мы, получается, с чем-то даже, да, или с какой-то, может быть, чьей-то теорией соглашались, или с какими-то правилами жизни. Я не имею в виду систему, я имею в виду правила какого-то человека или какой-то распорядок жизни, который был вам навязан. И в результате мы получаем фиаско, потому что мы себя не видели, не слышали, мы испытываем поражение именно потому, что согласились изначально на какой-то тупик. Аркан повешенный – это всегда как Т-образный перекресток, я об этом часто говорю. Словно вы шли, двигались в одном направлении, уперлись в стену, и в заданном направлении уже не пойдешь, стена. Либо направо, либо налево, либо пятиться назад. Понятно, что пятиться назад и вперед никак, а вот выбор какой-то вам приходится делать. И даже если мы видим, что в чем-то правда, ну, есть определенные минусы, или мы проиграли. Потому что по этому аркану, знаете, нам говорят о том, что ты, с одной стороны, очень не торопись, будь очень вдумчивым или слушай свою интуицию. У вас, кстати, интуиция к концу 2025 года, считайте это как задача ваша. Вы должны научиться для тех, кто
еще ни о чем подобном вообще близко не думает, но вам как раз будет, мои дорогие девы, интуиция, шестое чувство давать правильные подсказки. Поэтому не все лежит в нашей жизни в плоскости материализма. И как раз вот это внутреннее, как, кстати, вдохновение, это тоже идет изнутри. Это тоже то, что неосязаемо. Но это как специя, да, которая нам совершенно необходима. Это то, что может изменить нас. Это то, что может изменить мир, мои дорогие. Поэтому, может быть, какая-то и была попустительская, соглашательская политика, вот скажем так, прежний период. Но вот теперь вы понимаете, и тут нельзя себя самого обманывать, понимаете? Вы в этом знаке судьбы, значит, вам было по судьбе какой-то путь пройти, протоптать, может быть, не, или истоптать не одни ботинки, мои дорогие, но вы должны были сделать какие-то выводы. И если бы вы не прошли такой сложный путь, тогда бы вы на сегодняшний день и не пришли к такому выводу, что «а вот теперь я ставлю себя на первое место». У вас должно хватить решимости на что-то, как и сказать себе самому правду, так и увидеть ее, какой-то тупик, и завершить, потому что бонусы, опять же, получаете не вы, а кто-то другой. Давайте мы посмотрим знаки судьбы, тройка воздуха. Но это утешение карта. Да, мы признаем, что действительно в чем-то совершили ошибку. Или поддались на уговоры, а вот теперь уже этого не будет. Теперь на горло собственной песни вы не наступите, потому что я живу по своим правилам, не удовлетворяю чужие желания. Да, дипломатия, она присутствует, но, видимо, совершенно необходим вот такой достаточно непростой период наших выводов, за которыми и следует решимость. Они основаны на опыте. Вот перемены мы говорим, да, или к чему вот все идет. Тут какое-то будет событие или новость. Это словно, вот как прописано в этом аркане. Дух срывает ваши планы. Старое должно завершиться и уйти. И мы с этим старым, да, или как прощание с прошлым. С одной стороны, мы можем о чем-то сожалеть. Это может быть как принятие наших собственных ошибок, что мы либо шли не туда, либо согласились, как я уже говорила, на что-то, и теперь нет в этом прогресса. Но это здоровое равнодушие, это как тройка мечей. Это одновременно, мои дорогие, выздоровление. Мы смотрим на мир более таким беспристрастным взглядом. Мы заново это не пропускаем через эмоции. Нас невозможно ранить уже по этой карте, потому что прежде мы прошли какой-то сложный путь потерь, ошибок. И теперь мы сделали выводы. И теперь у вас какая-то перезагрузка. Аркан, императрица. Но, наверное, это не происходит само по себе. Для этого необходимо вот действительно стоптать не одни башмаки. Или где-то даже побыть вот в этой подвешенной, зависшей ситуации. Или временами на что-то соглашаться, чтобы в последующем в чем-то поставить точку. Как закрыть себе путь туда, где нет вашего прогресса, в том направлении, где нет вашего счастья, набраться решимости и шагнуть в будущее, по сути дела, так. И у вас на кону, опять же, карта статуса. Здесь вы можете изменять и статус, и вообще вот то, что вы для себя, знаете, как план какой-то или цель поставите до конца апреля. Поверьте, мои дорогие, до конца года вы, ну, наверное, 60% из этого плана вы сумеете реализовать. Но вам придется лавировать, как я уже говорила, быть дипломатом. Но для вас нет ничего невозможного. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые девы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.